В Волгограде впервые прошел национальный этап международного конкурса «Лучший студенческий инновационный продукт питания» «Экотрофелия Европа-2013». В рамках международной научно-практической конференции «Инновационные технологии в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции в условиях ВТО». Организатором этого мероприятия выступил Поволжский НИИ производства и переработки мясомолочной продукции. Свои инновационные разработки по эффективному производству и переработке продовольственного сырья, выпуску экологически безопасных и качественных продуктов питания, их упаковки и логистики на суд жюри представили студенты из 27 российских вузов. Прологом конкурса, который проходил на базе Волгоградского государственного технического университета, стала выставка-дегустация продукции лучших пищевых и перерабатывающих предприятий области, а также демонстрация последних разработок научных учреждений. В их числе и Поволжский научно-исследовательский институт производства и переработки мясомолочной продукции. В рамках сегодняшней выставки представляет новые биологически активные кормовые добавки, которые используются в рационах лактирующих коров, казоматок, молодняка сельскохозяйственных животных. Новые кормовые добавки, которые обогащены нутом, минеральными комплексами, а также представлены биологически активные добавки для людей. Свою продукцию демонстрировали как большие, так и малые предприятия агропромышленного комплекса нашего региона. Многие из них своим экономическим благополучием в немалой степени обязаны разработкам волгоградских ученых. Чем вам помогла волгоградская наука? Мы постоянно с ними общаемся, читаем их заметки. Много из них исчерпываем, что полезно для нас. Очень хорошие рекомендации оттуда идут. То есть используете в производстве? Да, используем в производстве. Высоко оценили представленную продукцию пищевиков и представители правительства Волгоградской области. Выставка обязательно должна проходить не раз в год, а раза 3 в год. И вот то, что сегодня мы делаем для пищевиков, это очень прекрасно. После дегустации гости переместились в конференц-зал, где обсуждались инновационные технологии в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции в условиях ВТО. Открыл конференцию ректор ВолгТУ Иван Новаков. Академик акцентировал внимание на практической пользе идей, рождаемых современной наукой. Если мы с вами говорим о инновационном продукте, то для меня это продукт, имеющий интеллектуальную собственность, которую вы в дальнейшем через посредников непосредственно с ними коммерциализуете. И тогда сидите и ждете, когда рубли-доллары будут капать на вашу электронную карточку. Что касается нашего университета, мы эту тактику, стратегию придерживаемся. С напутственными словами к участникам конкурса обратилась представитель депутатского корпуса нашей области. Участие уже хорошо, но кто-то из вас получит дипломы, кто-то займет призовые места. А вы знаете, что жизнь сейчас очень жесткая и конкурентная. И каждый из вас уже начиная с этих лет должен формировать, сейчас модное такое слово, портфолио. И чем толще будет вот этот альбом, тем больше у вас будет по жизни возможностей. Другой выступающий напомнил участникам конференции, что уже со следующего года примерно в 10 раз снизятся таможенные пошлины на импортное продовольствие. А это значит, что в разы увеличится его поток в Россию. Противостоять ему можно лишь за счет повышения качества отечественной продукции. Сегодня здоровье, абсолютно правильно сказала Наталья Ивановна, это что? Примерно 10-12% наследственности, примерно 10-15% образ жизни, то есть, сразу скажу, жизнерадостные дольше будут жить, а грустные и так далее меньше. Остальная часть, почти 70 с лишним процентов, это структура питания. Сегодня, на самом деле, настают не очень, может быть, радостные дни в связи с вступлением России во Всемирную торговую организацию, но задача наша с вами, молодые ребята, коллеги, мои коллеги, все сделать для того, чтобы как-то плавно перейти к этим условиям.
227 научных работ представили в конкурсную комиссию участники национального этапа международного конкурса «Экотрофелия-2013». Отобрано было 27 наиболее оригинальных и перспективных проектов. География участников оказалась обширной. Это вузы из Марий-Эл, Калмыкии, Оренбурга, Орла, Сибири, Северного Кавказа и ЮФО. Первыми на конкурсе выступили астраханцы. Цель исследования – это использование нерентабельного сырья, а именно мяса кур, несущих механической обвалки, а также совершенствование известной технологии производства кулинарной продукции из мяса кур и улучшение органолептических свойств без использования растительных наполнителей и увеличения их срока хранения. Интересный проект предложили волгоградцы – использовать козье молоко для детского питания. Эта идея понравилась многим. Не случайно главным сырьем выбрано козье молоко. По химическому составу оно мало чем отличается от коровьего, но в нем больше белковых веществ, кальция и фосфора. Члены жюри высоко оценили новые разработки молодых ученых. За ними, по мнению экспертов, большое будущее, и эти технологии уже ждут на производстве. Внедрение вот именно этих продуктов должно быть очень быстрым. Потому что есть много продуктов, которые касаются детского питания, оно неоспоримо. Мы не можем, например, питаться французской пищей, которую, в общем-то, где-то в африканской стране ее делают и привозят к нам и продают здесь. А мы уже точно знаем, что козье молоко или, например, тот же башкирский кумыс, да еще с таким традиционным видом, как мед, это уже точно экологическая чистая продукция. На мой взгляд, те технологии, которые были сегодня представлены, они все имеют право жить, все не имеют никаких проблем с внедрением, и, в общем-то, все дело за нашими производителями. Хотелось бы, чтобы среди наших производителей были энтузиасты, настоящие патриоты, которые не равнодушны к здоровью россиян. И, в общем-то, они все внедряемые, все имеют право на жизнь, и при желании наших производителей могут в самое ближайшее время быть внедрены в производство. Мясные, молочные изделия, калмыцкий чай, рыбные чипсы, хлеб и квас из нетрадиционного сырья – вот неполный перечень предложенных на конкурсе продуктов. Все эти разработки прошли успешные испытания и опробированы. Многие из них уже появились на отечественном рынке продовольствия. Каждый представленный продукт имеет определенную ценность. И все эти продукты без консервантов, без каких-то геномодифицированных продуктов. И очень много продуктов представлено из серии детского диетического питания. Очень большой интерес представляют продукты кисломолочного направления или направленности, как более правильно сказать. Продукты из козьего молока, продукты из кобыльего молока. Они представляют очень большой интерес. При наименьших затратах мы можем товаропроизводителю дать такой прекрасный продукт, на который, если бы он сам самостоятельно работал бы над технологией, ему бы ушло очень много средств и годы. А здесь, вот представляете, вот мы сегодня технический университет из 72 проектов мы выбрали 2, которые мы сегодня представили. Вы представляете, какой конкурс? 35 человек на место, 35 продуктов на одно место. Значит, инновационность в чем заключается? Во-первых, региональный продукт, использование комбинированных продуктов, использование инновационных технологий, допустим, проращивания, чтобы уйти, допустим, от пресловутой сои, которые повсеместно используют, может на региональный нут, который также обладает белка много, микроэлементов много, питательных веществ очень много, которые можно вполне использовать для удешевления продуктов и для обогащения любыми биологически активными веществами. Значит, наш факультет, он один из молодых в системе технического университета, всего 10 лет, кафедре, но уже более 500 специалистов работает во всех отраслях нашей пищевой промышленности, не только в Волгоградской области, и в Москве, и за границей, и в других сферах, не только в мясной и молочной промышленности. Везде они пользуются спросом, потому что базовая подготовка технического университета очень хорошая.
По мнению экспертов, у россиян есть все шансы войти в число победителей завершающего этапа международного конкурса «Экотрофилия-2013», который состоится осенью в немецком городе Кёльне. Надежда не призрачная, ведь по итогам прошлого года наши соотечественники показали высокие результаты. Будем верить, что и нынешний конкурс не станет исключением.